Через неподвижный блок перекинута нить, к концам которой подвешены два груза – 120 грамм и 125 грамм. Определить силы, действующие на каждый груз, и силу натяжения нити. М1 равно 120 грамм, М2 равно 125 грамм. Определить силу натяжения нити и силу, действующие на грузы. Через неподвижный блок перекинута нить. Вот неподвижный блок и перекинута нить. Здесь будет груз М2, а здесь будет груз М1. Сразу по рисунку можем сказать о том, что груз М2, естественно, будет тяжелее, чем груз М1, поэтому движение нити будет направлено против часовой стрелки, в сторону груза М2. Давайте рассмотрим те силы, которые действуют на эти грузы. Но поскольку нить у нас нерастяжимая, значит, сразу можно сказать о том, что грузы, если не движутся с одинаковым ускорением, то ускорение будет и здесь, только оно будет направлено в противоположную сторону. Если этот груз будет двигаться вниз, то груз будет двигаться вверх. Сначала определим, какой будет вес каждого из этих грузов. P равно 1. Мы можем записать это M1 умножить на G и P2 M2 умножить на G. Запишем систему уравнений, которые будут определять движение каждого груза. Обозначим вот таким образом буквой T. Натяжение нити будет одинаковое и слева и справа. Здесь будет груз действовать P2, а здесь будет груз действовать P1. Поскольку мы видим, что движение будет направлено против часовой стрелки, можно сказать о том, что в данном случае натяжение нити T будет больше, чем P. Мы можем записать следующее выражение. Натяжение нити T отнять груз P1 будет равно M1 умножить на масса M1 будет двигаться с ускорением А. Но для второго груза здесь P2 будет больше. Поэтому запишем так. P2 минус T будет равно M2 умножить на А. Еще раз подчеркнем о том, что нить нерастяжимая, поэтому ускорение здесь будет одинаковое, только разные по направлению. Что можно сделать здесь? Давайте освободимся от ускорения сначала. Можем разделить первое выражение, разделить на второе выражение. Оба они одинаковые, равенство, поэтому можно разделить уравнение на одно и то же самое значение. А поскольку это одинаковое значение, значит можно написать таким образом, что t минус p1 разделить на p2 минус t равно m1 умножить на, что делится на m2. Здесь можно сократить, мы избавляемся от ускорения, оно в принципе одинаковое. Поэтому давайте будем освобождаться от знаменателя. Можно навкрест перемножить, как в пропорциях. Итак, можем написать о том, что m2 умножить на t минус p1 равно m1, что умножится на p1 минус p2. Запишем это. m2 умножить на t минус p1 равно m1 умножить на p2 минус t. Открываем скобки. Давайте распишем это. m2 умножить на t минус m2 умножить на p1 равно m1 умножить на p2 минус m1 умножить на t. Неизвестное у нас t перенесем его в левую сторону, а это перенесем в правую сторону. Известный к известным, неизвестный к неизвестным. Итак, здесь m2t остается. Переносится это через знак равенства с противоположным знаком плюс m1 умножится на t и равно. Здесь тоже переносится с противоположным знаком. Это остается с правой стороны m1 p2 плюс m2 p1. Выносим за скобки t, получаем m1. Ставим в порядке возрастания. m2 равно, здесь m1 на p2 плюс m2 на p1. Итак, t будет равно m1, что умножится на p2, плюс m2, что умножится на p1, разделить на m1 плюс m2. Давайте посмотрим, что здесь получается. p2 и p1 у нас будет в ньютонах. m и m будет в килограммах. И здесь в килограмм. Килограмм на ньютон, килограмм на ньютон. Числитель будет килограмм умножить на ньютон. А внизу килограмм. Килограмм тогда сократится, останется 1 ньютон. Итак, давайте подставляем эти значения. Равно. Сразу переведем систему сил килограммы. Запишем это дело. m1 умножить на m2g плюс m2 m1g и делить на сумму m1 плюс m2. Обратите внимание о том, что оно здесь одинаковое. Получается числитель. Так получается 2 m1 умножится на m2 умножить на g и делить на m1 плюс m2. Килограммы и килограммы метры за секунду в квадрате. Одни килограммы здесь сократятся, останутся килограммы на метр на секунду в квадрате. Это не что иное, как ньютон. Давайте подставим эти значения. Здесь будет двоечка умножить на m1 0,12 килограмм, m2 на 0,125 килограмма и разделить на m1 плюс m2. Сложим, это будет 0,245 килограмм. И тут еще же останется на 9,8 метра за секунду в квадрате. Что у нас здесь получается? Одни килограммы сократятся. Эти килограммы останутся килограмм на метр на секунду в квадрате. Итак, мы получаем не что иное, как ньютоны равно 1,2. Мы можем записать килограмм на метр на секунду в квадрате, или это равно 1,2 ньютона. Сила натяжения нити равна
1,2 ньютона. Можем сразу это записать. Разберем сначала, какие силы действуют на груз М2. Отдельно его нарисуем. Это М2. На него действует сила тяжести P2 равна МЖ и удерживает его сила натяжения нити. Разница этих двух сил даст нам не что иное, как ускорение, с которым будет двигаться это тело. Если мы P2 вот отсюда отнимаем T, мы получаем что иное, как M2 умножить на. Вот эта сила, которая будет давать ускорение вот в эту сторону, будет равна разнице между силой веса и натяжением нити. Можно посчитать, какое будет ускорение. Именно вот эта сила F, назовем ее M2, она и дает ускорение. Разница этих двух сил. Мы еще P не посчитали. Давайте P2 посчитаем. Будет равно М2 0,125 кг умножить на 9,8 метра в секунду в квадрате. Равно 1,225 ньютонов. Итак, можем посчитать, какая сила действует для того, чтобы придать этому телу ускорение. Разница этих двух сил. T2 минус T. Подставляем 1,225. Отнять 1,2 ньютона. Это все в ньютонах. T будет равно 0,025 ньютона. Ну а теперь посмотрим, какое же будет ускорение в данном случае. Итак, ускорение будет равно чему? Вот сила F. М2 умножить на. Отсюда равно вот это F2 на массу 2. Мы получаем F2 0,025 поделить на 0,125. Это в ньютонах можем записать килограмм на метр на секунду в квадрате. Это в килограммах. Килограммы сократились, что получили? Метры за секунду в квадрате. Мы ускорение получили 0,2 метра за секунду в квадрате. В данном случае ускорение, которым движется оба тела, мы в этом еще раз убедимся, будет равно 0,1, потому что ускорение одинаковое по всей длине, только разное по знаку. Итак, здесь действует две силы. Одна сила P, запишем ее P2, равно 1,225 тысячных ньютона. Теперь посмотрим, какая сила действует на груз массы М1. М1 определим. Здесь сила натяжения нити, здесь вес P1. Сразу посчитаем, чему равно P1, поскольку в задаче требуется PR1 равно M1G равно 0,12 килограмма умножится на G на 9,8 метра за секунду в квадрате. Это будет равно 1,176 ньютонов. P1 равно 1,176 тысячных ньютона. Теперь какая сила действует для того, чтобы привести его в ускорение? Она будет, естественно, направлена вот в эту сторону F1, и она будет равна вот разности между натяжением нити и весом. Итак, будет T минус P1 равно M1. Давайте подставим, посмотрим, какие у нас будут действовать силы ради интереса. T это 1,2 ньютона минус P1 1,176 ньютона и равно 0,024 ньютона. Обратите внимание, что здесь сила, которая придает ускорение, равна 0,25 ньютона, а здесь 24 тысячных ньютона. В принципе, оно же и похоже. Почему? Потому что это же произведение должно быть остаться прежним. Ускорение-то останется прежнее. Масса будет меньше двигаться с таким же точным ускорением, с меньшей силой. Давайте убедимся в том, что действительно ускорение будет такое же, как и в данном случае второго тела. А будет равно, делим силу, это напишем F1. F1 делим на M1. Что мы получаем? 0,024. Сразу ньютон распишем, килограмм на метр на секунду в квадрате и делится на 0,12 килограмма. Килограммы сократили, что получили? 0,2 метра за секунду в квадрате. Могли не вычислять ускорение, но в качестве дополнительной возможности посчитаем, сколько же оно будет равно. Убедимся в том, что оно будет одинаковое, потому что хотя бы из-за того, что нить у нас нерастяжимая. Итак, в конечном итоге силы, действующие на две массы, соответствующим образом. P1 это масса первого, действует сила 1, 176 ньютонов, масса второго действует 1,225 ньютонов, натяжение нити равно 1,2 ньютона. Грузы движутся с ускорением, ускорение одинаковое, есть 0,2 метра в секунду в квадрате.